Вы хотите изменить свою жизнь, но не знаете как. Смотрите этот ролик до конца, и может быть у вас появится решение. Уж если я чего решил, то выпью обязательно. Задумано, сделано. И вот 18 января я и моя семья, жена, 2 сына и собака, приехали в Финляндию, несмотря на всякие ограничения, вирусы, коронавирусы. Кто-то спросит, а что, так можно было? Да, оказывается, можно. Пойдем, Йок. Финляндия предоставляет отличную возможность для иностранцев получить или продолжать образование. После этого устроиться на работу и, прожив здесь 5 лет, получить гражданство этой страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учиться в Финляндии можно практически в любом возрасте. При этом, что самое главное, обучение бесплатное на финском языке. Плюс к этому некоторые колледжи, например, как наш колледж Ривери, могут предоставлять бесплатно общежитие и питание. И вот когда жизнь поставила мне 2 пятерки за возраст, меня вдруг осенило. А не дурак ли я? Рядом со мной находится такая страна с такими возможностями, которыми я до сих пор не воспользовался. И так я круто решил поменять место жительства и свою жизнь. Выбор пал на Финляндию. Мое первое знакомство с Финляндией началось в далеких 90-х годах. Примерно в 94 году я первый раз оказался в этой стране. Мы поехали с отцом, и отсюда мы пригоняли наши 7-ки, 5-ки. Это, если кто не знает, Жигули. Экспортные наши Жигули, которых здесь было довольно много в Финляндии. И вот мы эти машины пригоняли в Москву. И я писал на листе бумаги объявление о продаже с ценой, вешал на стекло и выставлял машину прямо в центре Москвы на Мясницкой возле телеграфа. Тогда так еще никто не делал, и это было мое ноу-хау. Чем больше я узнавал о Финляндии, тем больше мне нравилась эта страна. Нет, не тысячи, а почти 180 тысяч озер. Особенно водка Коскинкорва и суп Лохикейта. Ну а если серьезно, в Финляндии живет около 5,5 миллионов человек. При этом 3 миллиона саун. Средняя продолжительность жизни у мужчин 78 лет, женщин 84 года. ВВП на душу населения почти 43,5 тысячи евро. В 2019 году правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин. Она родилась в бедной и неблагополучной семье. Отец Марин сильно пил. После развода ее биологическая мать состояла в отношениях с женщиной, и Марин выросла в однополой семье. А в правительстве Санны Марин Министерство финансов возглавила 32-летняя Катри Кулмуни. МВД – 34-летняя Мария Охисала. 32-летняя Ли Андерсон – Министерство образования. Кроме Сан Марин в правительстве еще 11 женщин и только 7 мужчин. Наверняка это больше всего задело министра внутренних дел соседней страны. В Эстонии министр внутренних дел и лидер консервативной народной партии Март Хельме назвал финского премьера продавщицей. От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы на теле встают дыбом. В связи с этим я бы напомнил слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А здесь мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже пробились в члены правительства. В ответ Санна Марин поступила по-женски мудро, не стала раздувать скандал. Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя. За кассой Санна Марин стояла в небольшой пекарне, еще будучи школьницей. В университете изучала управление, так что должность премьер-министра заняла по специальности. Финляндия является мировым лидером по потреблению кофе на человека. 14 килограммов в год или 9 чашек в день. В Финляндии могут изъять ребенка из семьи, если с ним плохо обращаются родители. Вода в кране здесь чище, чем в бутылках.
Он признал водопроводную воду Финляндии самой чистой в мире. А в городе, где я живу сейчас, самая чистая Финляндия. В Финляндии действует прогрессивный подоходный налог, который может достигать 52,5%. Калина в переводе с финского обозначает бряцание, стук, ляск, поэтому Лада Калина продается в Финляндии под другим именем. Сумма штрафа на дороге зависит от дохода и однажды составила 170 тысяч евро для водителя, у которого годовой доход составил 7 миллионов евро. В 80-х годах в ФИ запретили показывать по телевидению советский мультфильм «Ну погоди» по причине излишней жестокости. Экспертам показалось, что заяц – садист. В Финляндии живут самые честные люди. Это выявили в результате эксперимента. По 16 крупным городам мира были разбросаны кошельки с фотографиями, контактными данными и наличными, примерно $50 в эквиваленте. В Хельсинки вернули 11 из 12 бумажников. Финляндия тихая, спокойная страна с хорошо развитой экономикой и великолепным образованием. Финское образование занимает первые места по качеству. При этом оно не напряжно, а скорее даже увлекательно. А у меня, между прочим, младший сын школьник. Он сейчас должен был учиться в 10 классе российской школы. И, честно говоря, он подустал от нашей школы. Но представьте, каждый день по 7-8 уроков. Куча домашнего задания, которое невозможно сделать до полуночи. Плюс всякие разные олимпиады, рефераты. В общем, ученики, большинство учеников, друзей моего сына, просто не хотят учиться. Родители в постоянной тревоге. ОГЭ, ЕГЭ. В общем, это один момент. А другой момент, что я сам хотел получить новую специальность, новую профессию, с которой начать новую, надеюсь, более лучшую жизнь. То, чем я занимался до сих пор, вовсе не похоже на рутину или каторгу. Напротив, благодаря работе я объехал вдоль и поперек Золотое кольцо, много раз был в Питере, доезжал до Череповца. Зимняя Олимпиада в Сочи прошла на моих глазах и при моем скромном участии. Я встречался с известными и интересными людьми. Я работал с руководителями крупных мировых компаний, с популярными артистами, спортсменами, султанами, королями. Я жал руку Денису Руссосу, Хосе Кадеросу, Дмитрию Хворостовскому, Люку Бессону, Брэду Питту. Даже сам засветился в одном из сериалов. Давай за ней, только тихо, не светись. В целом, мой маленький бизнес, связанный со сферой VIP-такси, вполне себе интересное занятие. Но в последние годы он приносил все меньше и меньше материального удовлетворения. И особая песня «Время пандемии», когда вся отрасль наша оказалась глубоко, но вы сами знаете где. По итогу, в общем, стало уже непонятно в конце концов, то ли я имею бизнес, то ли бизнес имеет меня. Конечно, эта ситуация подтолкнула меня к поиску новых горизонтов. Недаром ведь умные люди говорят, что кризис – это время возможностей. Можно организовать что-то новое и в России, но вот то, что начало происходить в нашей стране после 2011 и особенно быстро после 2014 года, заставило меня смотреть на проблему шире. Ладно, подумал я, лучше позже, чем никогда, и сел за усердное изучение финского языка. И главное,
Без этого, наверное, бы ничего не срослось. Меня поддержали все члены моей семьи. На семейном совете было принято решение: двигаем в Финляндию. Когда решение было принято, младший сын, старший сын, жена и я все дружно и с энтузиазмом сели за изучение финского языка. И здесь, конечно, нужно сказать большое спасибо вирусу. Благодаря ему появилась просто масса свободного времени. В интернете сейчас полным-полно ресурсов, облегчающих изучение этого непростого языка. Мы, например, активно очень использовали YouTube-канал «Самый лучший финский». Можно скачать различные электронные учебники. Мы, например, занимались по одному из лучших из них – Suomen Mestari. Есть различные лингвистические приложения в App Store и Google Play. Я, например, занимался по FinishPod 101, но там изучение идет на английском языке. А жене понравилась обезьянка Link, которую она скачала из Google Play. И да, конечно, в этом деле без преподавателя никак не обойтись. Евгений, так звали нашего преподавателя, закончил лингвистический факультет Петрозаводского государственного университета. И сейчас продолжает обучение в Финляндии. Именно благодаря ему мы смогли подготовиться к поступлению в колледж. В том или ином виде мы грызли гранит финского языка каждый день. Как это выглядело? Начинали, например, с прослушивания, просмотра новостей финской телерадиокомпании Yle. Там выходят новости на облегченном финском языке. Выписывали новые слова, запоминали новые выражения. Дальше, например, по дороге на работу слушали финскую радиостанцию «Нова». А вечером просматривали фильмы на финском. Здесь нам в помощь был Netflix. Очень полезно было смотреть финские мультики. Мы с удовольствием, например, смотрели мультик «Скаппа». Ну и, конечно, 2-3 раза в неделю занятия с преподавателем Евгением. В итоге, благодаря Евгению и нашей самостоятельной работе, через 11 месяцев мы достигли уровня, который необходим был для собеседования и поступления в финский колледж. И если вы подумаете, что это нечто выдающееся, то это абсолютно не так, потому что есть пример девочки, которой за полгода удалось достичь уровня для того, чтобы поступить на ляхихойта, медсестра. А туда нужен более высокий уровень для поступления, чем, например, на пекаря-кондитера. После собеседования на финском языке по WhatsApp, через 2 недели примерно, мы получили подтверждение о нашем зачислении в колледж Риверия и начале обучения в нем с 1 февраля. После этого финское посольство довольно быстро оформило нам Олескилолупу. Что дальше делаем? Распродаем все ненужное и берем с собой только самое необходимое. А этого необходимого вагон и маленькая тележка. Утюг, пылесос, чайник, одежда на все сезоны, постельное белье, подушка, раскладушка, надувной матрас, кстати, необходимая вещь на первое время. За бортом осталась масса нужных вещей. Например, не взяли лыжи ни горные, ни беговые. Машинка-то не резиновая, хоть и не маленькая. В нашем минивэне мы сняли задний ряд сидений и забили его полностью под крышу. На нашей стороне границы в Брусничном нам пришлось все это вытаскивать для досмотра. И по новой потом затаскивать. А что, таможенникам-то скучно, народ вообще не ездит за границу из-за коронавируса. Рецепт получения финского гражданства предельно прост, как раз 2-3. В течение года вы усердно, самостоятельно и с преподавателем учите финский язык до уровня А2-2 или лучше Б1. Поступаете в финский колледж, учитесь там 2 или 3 года в зависимости от вашего образования и получаете профессию. После этого устраиваетесь на работу и через 4 года финское гражданство у вас в кармане.
Я пока нахожусь в самом начале приготовления пирога под названием «Получение финского гражданства». Как у меня будет получаться или не получаться дальше, я расскажу в следующих роликах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и задавайте ваши вопросы.